Всем привет, друзья! Как вы уже поняли, сегодня я поделюсь с вами рецептом Наполеона. Поверьте, это тот самый рецепт, который вы сохраните и будете готовить по нему не один раз. Мы испечем тоненькие коржи, они будут безумно вкусные, хрустящие. Приготовим крем, который напоминает сливочное растаявшее мороженое. Готовить мы будем крем-пломбир. В общем, поверьте, будет интересно. Не забудьте подписаться на мой канал, а мы приступаем. И приготовление мы начнем с коржей. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. Коржи мы готовим на сливочном масле, оно должно быть холодное. Нарезаем его на небольшие кубики, и тесто я буду замешивать в планетарном миксере. В чашу миксера отправляем просеянную муку, туда же добавляем сливочное масло, молоко и уксус. Молоко тоже должно быть холодное. Замешивать я буду с помощью вот такой насадки. И замешиваем тесто на минимальной скорости. Все ингредиенты должны хорошо объединиться. На это может уйти примерно 2 минуты, может чуть меньше, зависит от мощности вашего миксера. И в итоге вы должны получить вот такое пластичное, мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам, не должно быть кусочков масла видно. Тесто должно напоминать по виду мягкий, качественный пластилин. И вот так оно должно выглядеть. Если ваш миксер не справляется с замешиванием теста, вы можете перейти на рабочую поверхность и продолжить замешивать его уже на столе, на поверхности. Я, собственно, так сейчас и делаю, выкладываю тесто и начинаю его разминать. Нужно сформировать большую колбаску и разделить тесто на 12 кусочков. Торт у меня будет диаметром 22 сантиметра. И, соответственно, 12 коржей. Вы можете пересчитать ингредиенты на необходимое количество коржей, на свою форму, если у вас 20 сантиметров Наполеон будет или 18. Просто пропорционально пересчитайте количество ингредиентов. А я уже сформировала колбаску. Вот так она выглядит. Слишком долго вымешивать не нужно. Суть в том, что нам нужно просто разделить тесто на 12 равных кусочков. Сначала делю тесто пополам, затем еще пополам каждую половинку и еще на 3 части. Таким образом у вас получится 12 кусочков. Из каждого кусочка теперь нужно сформировать шарики, для того, чтобы впоследствии вам удобно было выпекать коржи. Сразу говорю, процесс выпекания коржей, он довольно длительный, поэтому обычно приготовление Наполеона я делю на 2 дня. В первый день я выпекаю коржи и могу еще приготовить крем, чтобы он успел остыть до следующего дня. И уже на второй день я собираю полностью весь торт и оставляю его стабилизироваться в холодильнике. Итого где-то рассчитывайте так, чтобы у вас было 2-3 дня до предполагаемого праздника, чтобы вы могли подготовиться заранее. Итак, у меня уже готово 12 шариков. Перекладываю их на тарелку, закрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник примерно на 3-4 часа. Либо можно в морозилку убрать на 1 час. У меня шарики были в морозилке, вот такие тверденькие они получились. Не пугайтесь, если они сильно замерзли, оставьте их при комнатной температуре, слегка надавите, и все будет хорошо, можно будет удобно, с комфортом раскатывать коржи. Для этого нам понадобится 2 листа пергамента. Я выпекаю коржи в обычной бытовой духовке, не в конвектомате, поэтому каждый корж я выпекаю отдельно. Если у вас будут маленькие коржи диаметром 18 сантиметров, то в принципе можно разместить 2 коржика на 1 противень. Так будет, конечно, быстрее. У меня противень всего один, диаметр 22 сантиметра, поэтому мне понадобится довольно много времени. Размер коржей я регулирую вот таким разъемным кольцом. Если у вас нет кольца, это не обязательно, возьмите разъемную форму и вырежете, либо тарелку любую. Тут уже я вам не советчик, выбирайте любой абсолютно вариант, который вам больше подходит. Итак, раскатываем тоненько, вырезаем. Убираем лишнее, точнее не убираем, а вот эти обрезки мы так и оставляем на пергаменте. Мы будем их тоже выпекать, они понадобятся для обсыпания Наполеона. Я просто слегка их отодвигаю, чтобы они не склеивались при выпекании.
и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 5-7 минут. Следите, чтобы коржи не подгорели и чтобы они были такие слегка золотистые. Перекладываем на противень и вот в таком виде отправляем выпекаться. Обязательно следите, чтобы не было таких некрасивых черных поджаренных краев у коржика. Все коржи перед выпеканием я обязательно прокалываю вилочкой для того, чтобы не было сильных пузырей и торт получился ровный. Но я знаю тех, кто осознанно не прокалывает коржи для того, чтобы как раз-таки эти пузыри были в торте и крем пропитывался так неравномерно. В общем, это на любителя, но классический Наполеон готовится вот таким вот образом, прокалываем коржи вилочкой. Но можете попробовать и так, и так. Как выглядит мой процесс выпекания коржей? Я достаю один шарик, раскатываю его в коржик, отправляю выпекаться в духовку, сразу же беру второй пергамент, раскатываю еще один шарик, и этот коржик ждет своей очереди. Потом я достаю один коржик, отправляю следующий в духовку, и вот такой непрерывный процесс, 12 раз, 12 коржей мне нужно раскатать и выпечь. Готовые коржи я складываю друг на друга, а обрезки перекладываю в отдельную мисочку, они нам еще пригодятся. Вот такие красивые коржи получаются. Обрезки тоже приготовились. Обязательно следите, чтобы серединка у коржей была тоже пропеченная, иначе в торте у вас будут чувствоваться сырые коржи. Да, такое тоже может быть, поэтому старайтесь этого избегать. Обрезки обычно поджариваются чуть больше, чем коржи. Это нормально, главное их не передержать. И если вы встречали Наполеон, который вроде бы выглядит красиво, а внутри такие подгоревшие коржи, вот этого вообще категорически нужно избегать. Выпекайте правильно, и вы получите в итоге вкусный и красивый Наполеон. А те, кто подписаны на меня уже давно, знают, что я уже делилась с вами рецептом Наполеона на этом канале. Но, если честно, я посмотрела это видео совсем недавно, и мне не понравилась сама картинка, не понравился звук, и я решила переснять Наполеон и добавить другой, тоже очень вкусный крем. Если вы заметили, у меня немножко изменилось качество моих видео, поэтому для того, чтобы у вас все-таки сохранился красивый и качественный рецепт, я решила переснять видео, и надеюсь, у меня получилось. А у нас уже готовы все 12 коржей. Их нужно полностью остудить и затем накрыть либо полотенцем, либо убрать в пакет и оставить до надобности, до сборки готового Наполеона. Обрезки выглядят вот так, их не обязательно прокалывать вилочкой, потому что мы все равно будем их измельчать. Блендер для этого не понадобится, просто измельчаем руками, и этого будет вполне достаточно. А теперь мы переходим к приготовлению крема. Крем просто потрясающий. По вкусу он действительно напоминает растаявшее мороженое. И для его приготовления мы добавляем в чашу яйца, сахар, крахмал и перемешиваем до гладкой однородной массы. Крахмал берем кукурузный. Если у вас есть только картофельный, в принципе, можно взять и его. Если нет картофельного крахмала, то добавьте в равных пропорциях просто пшеничную муку. Молоко доводим до кипения и тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаем в нашу яичную смесь. Не полностью вливаем молоко, а частями, для того, чтобы мы сразу заварили яйца и они впоследствии не свернулись. Частями добавляем, сразу быстро, очень активно перемешиваем. У вас должно уйти примерно половина от общего количества молока. Вымешиваем все и яично-молочную смесь снова переливаем обратно в сотейник и уже на среднем огне увариваем крем до загустения. Мешайте очень активно, чтобы не было вот этих некрасивых, неприятных комочков. Варим в среднем 5-7 минут, у вас может уйти больше или меньше, суть не в этом, главное, чтобы крем загустел. Учтите, что этот крем довольно жидкий, у вас не получится уварить его прям до такого густого состояния, чтобы стояла ложка. Он должен быть примерно как кисель, но после остывания он возьмет свою густоту. Итак, переливаем его в чашу, в которой мы впоследствии будем замешивать весь крем. Снова все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой в контакт и остужаем до комнатной температуры.
Остужаем в помещении или на улицу, но ни в коем случае не ставьте чашу миксера в холодильник. Так, на всякий случай, если вы этого еще не знаете. Когда крем уже остыл, переходим к дальнейшему приготовлению. Для этого нам понадобится сливочное масло комнатной температуры. Мы взбиваем его миксером на средних оборотах. Если вы не добавили ванильный сахар к общему количеству сахара в креме, можете добавить его сюда. Если вы готовите с экстрактом ванили, тоже отправляйте этот экстракт сюда на этом этапе, либо к общему количеству к молоку. Это не имеет особого значения. Итак, крем уже остыл. Он получился довольно густой. Сразу отправляем к нему наше взбитое сливочное масло и снова продолжаем взбивать все миксером. Сильно не взбиваем, просто перемешиваем. И снова отставляем нашу чашу в сторону. Теперь нам понадобятся ледяные сливки. Желательно, чтобы чаша была тоже ледяная. Для этого можете поместить сливки в упаковке вместе с чашей примерно на 20 минут в морозилку. И взбиваем до плотного состояния. Старайтесь не перевзбить сливки, иначе крем не получится. Они должны быть вот такие красивые и воздушные. Теперь отправляем их в наш крем и снова все нужно хорошо перемешать. Сначала я вымешиваю все лопаткой, затем уже перехожу на миксер. Крема получается много, но поверьте, в Наполеоне много крема не бывает. Коржи должны полностью пропитаться. Торт получается довольно большой, но опять же, если вы готовите маленький торт, то просто пропорционально уменьшите все ингредиенты согласно своей формы. 18-20 сантиметров, либо наоборот, вы готовите слишком большой Наполеон. В общем, рассчитывайте и выбирайте правильное количество ингредиентов. Теперь мы будем собирать торт. Для этого нам понадобится разъемная форма, для того, чтобы Наполеон получился ровный и он никуда не расплывался. Ставлю разъемную форму на подложку, на которую будем выкладывать торт. И если у вас есть ацетатная лента для тортиков, то выкладываете ее по бортикам формы. У меня ее нет, поэтому я использую просто файлики, вырезаю их и просто закрепляю вот так по форме. В серединку выкладываю крем, для того, чтобы коржи не скользили по подложке и хорошо пропитали. Сверху корж и снова крем. Количество крема регулируйте сами, но сразу говорю, крема должно быть много, не жалейте. Коржи пропитаются и все будет вкусно и как должно быть. Если коржи немножко треснули, ничего страшного, в готовом тортике этого не будет видно. За счет разъемной формы торт не будет расплываться, расползаться, он будет хорошо держать форму. И при застывании торт будет плотный. Никто никогда не увидит, что у вас какой-то там коржик поломался. Здесь у меня ровно 12 коржей. И теперь торт должен простоять в холодильнике минимум 12 часов. Но для того, чтобы верхний слой не заветрился, я сразу его присыпаю вот этой крошкой от обрезков, которые у нас остались после выпечки коржей. В произвольном порядке я просто ломаю сразу сверху эти кусочки, закрываю тем самым открытые участки крема, тем самым сохраняю крем от заветривания. И все, отправляю теперь торт на 12 часов в холодильник, можно на ночь. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Мой торт был в холодильнике 15 часов. Теперь можно спокойно убирать разъемную форму. Будьте уверены, что торт хорошо держит крем, коржи, ничего не расплывается. Видно, что крем схватился, коржи тоже пропитались. В общем, уже результат мне нравится. Посмотрите, какая красота. Теперь у нас остался завершающий этап. Нам нужно бока Наполеона притрусить крошкой. Для этого я переставляю торт на вращающуюся тортовницу. И в произвольном абсолютно порядке, нет никаких правил, как нужно измельчать эту крошку. Блендер мне тоже не нужен. Наоборот, мне нравится, когда Наполеон с такими кусочками. Поэтому я сразу их измельчаю и обсыпаю бока. Да, будет не сильно чисто, это не самый мой любимый этап, но без него никак не обойтись. У меня ушло на этот торт абсолютно все количество обрезков, все коржи, ничего не осталось, все пошло в дело, все ушло в Наполеон. И в итоге у нас получился вот такой красивый, высокий,
и очень аппетитный Наполеон. Как по мне, выглядит он потрясающе. Вы можете его приготовить как на какой-нибудь праздник, мероприятие, так и сделать кому-то на подарок. Как известно, много кондитеров готовят тортики дома и продают их. Вот этот вариант, поверьте, понравится абсолютно каждому. Обязательно попробуйте. Давайте посмотрим, что там получилось внутри. Торт очень хорошо пропитался, он сочный, мягкий, с очень ярким сливочным вкусом. Надеюсь, этот рецепт займет достойное место среди ваших любимых десертов. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Мне будет безумно приятно почитать, потому что я действительно старалась снять подробный, красивый, качественный рецепт. Обязательно подписывайтесь на мой канал, здесь вкусно и интересно. Всем спасибо, берегите себя, до скорых встреч. Всем пока!